Всем привет, друзья! Вы на канале Save a World. Сегодня я для вас расскажу свою авторскую историю, байку приятного просмотра. Мужчина по имени Федор жил в небольшой деревушке в Новой Шотландии. Он был любителем природы и всегда старался помогать животным в беде. Однажды зимним утром Федор вышел на раннюю прогулку по реке на своей лодке. Река уже начала покрываться тонким слоем льда. Внезапно он услышал громкий шум и заметил, как из ледяной воды пытается выбраться большой медведь. Животное отчаянно и испуганно вопило, а лед трескался все сильнее и сильнее с каждым его движением. Федор сразу осознал, что медведю нужна помощь, и решил, не раздумывая, вытащить его на свою лодку. В условиях, когда каждая секунда была на вес золота, он, не задумываясь о своей безопасности или о возможных последствиях, старался вытащить животное. Медведь, кажется, понял намерение человека и тоже сделал все возможное, чтобы помочь. К счастью, усилия Федора оказались достаточными, и он смог вытащить медведя из ледяной ловушки. Когда оба оказались на суше, Федор почувствовал, что медведю нужна помощь. Животное было истощено, измождено и замерзло до костей. Он пошел с медведем в свою хижину и накормил рыбой и накрыл одеялом обессиленного медведя. Однако Федору пришлось заботиться не только о медведе, но и о своем сыне Егоре, который был очень любознателен и заинтересован во всем окружающем его мире. Федор понимал, что Егор был часто вокруг Бориса и даже помогал отцу ухаживать за медведем. Он рассказывал сыну о важности заботы о животных и об их месте в природе. Вскоре Федор решил, что настало время отпустить медведя обратно в дикий мир. Медведь полностью восстановил свои силы, и было ясно, что он сможет справиться самостоятельно. И так, надеясь, что он найдет свое место в лесу, Федор и Егор проводили его в лес. Однако годы прошли, и когда-то маленький Егор вырос в отважного молодого человека. Он, как и его отец, разделял любовь к природе и старался помогать животным. Однажды, в холодный зимний день, Егор отправился на рыбалку. Он ступил на слабое место льда и провалился под лед. Казалось, что все потеряно, и что Егор утонет в этой зловещей ледяной ловушке. Однако тут внезапно что-то схватило его за плечо и стало тянуть вверх. Оказалось, что это был тот самый медведь, которого Федор спасал много лет назад. Медведь использовал свою силу и тяжесть, чтобы извлечь Егора из воды. Егор сразу же почувствовал тепло и облегчение, когда оказался на суше. Он понял, что был спасен своим старым другом, и был бесконечно благодарен ему за это. Когда Егор оправился от шока, он решил отблагодарить медведя за его отвагу и преданность. Он пошел домой и взял крупную рыбу, которую собирался приготовить на ужин, и отнес ее в лес, где медведь обитал. Егор надеялся, что медведь поймет его благодарность и сможет принять этот жест как знак дружбы. Таким образом, Федор, Егор и медведь каждый день ощущали силу связи между людьми и природой, которая может привести к невероятным историям спасения и благодарности. И хотя они не знали, что судьба снова свяжет их, они всегда помнят об этом великом спасении и любви, которые позволяют им видеть мир в еще более прекрасных красках. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где наши авторские истории выходят каждый день.